100 рублей. Wildberries сделал возврат товаров платным для всех покупателей. Одной из крупнейших и наиболее известных торговых площадок в мире является Wildberries, а предлагает она покупателям целую уйму товаров на любой вкус и цвет, которые себе легко и просто все желающие могут приобрести. Сервис снова и снова внедряет различные новшества. Так, к примеру, в начале 2020 года компания перестала предоставлять покупателям возможность оплаты при получении в пункте выдачи, обязав отдавать деньги за товар сразу при оформлении заказа. Но на этом все не ограничилось, потому что в конце 2022 года сервис принял решение о том, чтобы начать взимать по 100 рублей за каждый возврат товара, оформленный покупателем в том случае, если товар ему по каким-то причинам не подошел или просто не понравился. В течение примерно полугода подобная мера была актуальна для покупателей с небольшим процентом выкупа. Однако, как заметило издание Akit.com, ситуация изменилась в середине мая. Теперь абсолютно все покупатели каких-либо товаров, вне зависимости от процента своего выкупа в учетной записи, даже если он превышает 90% от общего объема заказов, должны в обязательном порядке оплачивать возврат какого-либо товара, вне зависимости от стоимости. Сумма возврата фиксированная 100 рублей, а взимается такая плата за каждую единицу товара, то есть если заказать, например, 3 пары обуви, но выкупить только одну, заплатить придется уже 200 рублей. Торговая площадка спишет деньги за возврат из суммы заказа, то есть обратно на банковскую карту или на электронный кошелек вернется меньше денежных средств. Платить за возврат придется в том числе при отказе от товара при получении, либо при отказе еще до того самого момента, пока он не приехал в пункт выдачи. Если раньше имело смысл поддерживать высокий процент выкупа, чтобы не платить за возврат, то теперь в этом уже нет никакого смысла. Возврат товаров на Wildberries стал платным для всех покупателей, а при оформлении заказа теперь постоянно отображается надпись «В случае отказа от товара при получении или после передачи товара в доставку, расходы продавца на обратную транспортировку возвращенного товара подлежат компенсации на основании стакана». 26.1 Закона о защите прав потребителей. Как можно заметить, торговая площадка ссылается на законодательство РФ, которое дает ей право взимать плату за обратную доставку на склад продавца, но никогда раньше до этого маркетплейса никто не взимал с российских покупателей плату за возврат, предоставляя такую возможность бесплатно в неограниченно больших объемах и масштабах. Единственный вариант, при котором за возврат товара в WB ничего не придется платить, заключается в получении и покупке товара с браком. В таком случае, если дефект будет обнаружен в течение 14 дней с момента покупки, товар можно будет вернуть назад бесплатно и получить за него полное возмещение денежных средств. Кроме того, если в пункте выдачи или при курьерской доставке выяснится, что товар имеет дефекты, например, нарушен его товарный вид, вскрыта заводская упаковка, либо просто повреждено содержимое упаковки, платить за возврат также ничего не придется, потому что в данном конкретном случае покупатель получает товар с нарушенным товарным видом, а значит он по закону имеет право бесплатно вернуть за него деньги, не оплачивая какие-либо услуги по возврату. Ранее стало известно о том, что Wildberries и Озон объявили о новых правилах продажи и покупки товаров, о котором обязаны знать все продавцы и покупатели. Информация взята с сайта Akit.com. 100 рублей.